Приветствую вас, дорогие друзья! Сегодняшний выпуск будет посвящен топ-5 самых быстрых, технологичных и мощных электросамокатов в своем весовом и ценовом классе. Год 2022. Конечно же, пятерка составлена на наш субъективный взгляд, и в ней мы будем рассматривать только брендированную технику. Опять же, к ней мы относим Кабо, Mini Motors, Ion Motors, Vepot, Ryan. Это все то, что действительно уже славится годами своим качеством, как сборки, так и самих комплектующих. Ну что же, пятое место. Поехали! Итак, на пятом месте у нас Blade Limited. Это 10-дюймовый представитель от компании Ion Motors. На наш взгляд, один из самых мощных, технологичных и функциональных электросамокатов в классе до 30 кг. Ну что же, рассмотрим все детально. Поехали! И начнем мы сразу же с внутряночки. Дека с подсветочкой по контуру и с такой надписью стильной вот у нас здесь сверху. Ее видно, скажем так, не так ярко, как боковину, но в темное время суток, мы вам продемонстрируем, все это выглядит очень и очень ярко. Пультик, собственно говоря, от управления светом находится внутри деки, также делается на большинстве электросамокатов, в том числе и на дорогих корейских самокатах, то есть не совсем удобно, для переключения придется вам деку, соответственно, вскрывать. Ну и здесь у нас различные режимы освещения и сам цвет, плюс скорость мерцания и так далее. Поэтому можете порегулировать, настроить и потом закрыть деку на долгий период времени, так скажем. Вот такие режимы. Так, дальше едем. Внутри у нас, соответственно, по-прежнему грамотная дека. Профиль такой у нас идет с углублением, соответственно, здесь крышка идет в такую нишу, закрывается одна крышка, и потом сверху еще LED-дека и резиночка, естественно. То есть заводской гидроизоляции более чем достаточно, но если прям часто эксплуатируете в дождь, ну, можно, соответственно, здесь загерметить все это дело. Фирменная батареечка Samsung, 60 вольт, максимальное напряжение 67,2, 28 ампер-часов. Контроллеры 30-е. В таком вот уже достаточно изолированном корпусе, то есть помимо того, что они стараются здесь, скажем так, герметить в такой вот термоусадочке основные блоки и моменты, не заливая вот такие мелкие вещи, потому что ремонтопригодность самоката, соответственно, снижается. Здесь у нас сразу два контроллера, в такой удобной уже изоляции идут, все надежно и сухо, качественно. Скажем так, весь этот таз или вся вот эта вот конструкция, по сути дела, очень качественно гидроизолирована с завода. Едем дальше. В обновленной версии у нас стоит уже 4-пиновый фонарик вместо дешевого китайского переднего света, который, собственно говоря, стоит там 2 копейки. Немножко ослепляет, да, и светит таким большим мобильным шаром. Ну, то есть дешевая была вещь. Так, дальше едем. Стакан здесь у нас такой же, соответственно, 2 хомута. То есть пока новый, более-менее ничего, но в целом, да, уже выявлен вопрос с уплотнительной шайбой. Такая же проблема, как и во всех самокатах, где длинный у нас, собственно говоря, рычаг и короткое плечо. Так, едем дальше. Демпфер. Демпфер здесь, скажем так, по-моему, здесь 15, что ли, регулировок. Ну, собственно говоря, от полной блокировки практически руля, да, до чего-то такого вменяемого. Подвеска по-прежнему у нас состоит из рычагов, да, и пружин. Единственная регулировка — это вот сжатие, поджатие, соответственно, пружины. Ключом по-прежнему на втулках подвеска, то есть по-хорошему сюда вы поставите угольчатые подшипники. Так, дальше едем. По изоляции уже было все сказано, то есть все качественно. Сбоку здесь ничего не заливает, потому что у нас П-образный профиль. И
Гнезда для зарядки, видите, теперь не какие-то там у нас резиночки, заглушечки, а конкретные вот металлические такие крышки закручивающиеся. Они не потеряются у вас, всегда будут плотно прилегать и закрывать от влаги. И едем дальше. Производитель в обновленной версии подошел со вкусом и стилем ко всем мелочам и деталям, что грипсы, что подножка. И грипсы стали на ощупь и на вид более качественные, спортивные, агрессивные. И подножка. Такая фрезерная, жирная подножка, CNC, спортивная, смотрится на этом самокате как влетая, прослужит долго. Так, сзади у нас, как и в предыдущей версии, уже стоит, значит, упор для ноги с ручкой, такой удобный для переноса. Поворотнички. Сзади у нас здесь габариты и стопори. Как и в предыдущей версии, у нас тормоза гидравлические, двухпоршневые, на колодочках у нас стоят радиаторы, то есть все по уму. Такие же тормоза ставятся на Daltron X и вот аналогичные дорогие модели. Декоративное такое крыло на 100% не защищает от влаги, но в целом выглядит стильно. И если в глубокие лужи не залетать, то нормально будет. В сочетании с этим упором грязь достаточно неплохо здесь блокируется. В новом Блейде более мощные моторы. Теперь номинальное значение уже не киловатт, а 1200. В пике более 2 киловатт. Ранее мы уже сравнивали на киловаттных моторах Daltron 3. Давайте освежим этот заезд в памяти, ну а новым зрителям он по-любому должен быть интересен. Блейд отрывался по прогрессии, поэтому делать заезд на более длительную дистанцию нет смысла. Поэтому предлагаем рассмотреть более достойного конкурента – электросамокат VSET 10 Plus. Он чуть тяжелее и более дорогой, оттого и сравнение должно быть более интересным. Ну что же, рассмотрим все детально и погоняем. Итак, что же у нас внутри? Сама по себе дека сделана достаточно качественно. Надо отметить, прям все на стиле. Можно сказать, некий трансформер Bumblebee, да? То есть и по расцветке, и по формам, по стилистике. Очень современно, очень качественно, агрессивно выглядит, спортивно. Лайк. Одним словом так. Что касается качества сборки и внутренностей, вскроем чуть позже и посмотрим с вами. Батареечка у нас 60 вольт, максимально 67,2 на 28 ампер-часов. Также есть комплектации ниже, но, думаю, в России будет продаваться только эта комплектация. Сразу же контроллеры, основное. Контроллеры здесь стоят 35-е, то есть помощнее, чем на Блейде, но думаю, что по конфигу они приблизительно все-таки будут одинаковые. Вкачивается в каждый мотор, в пике получается у нас около 2 киловатт. А номинал у моторов 1400, номинал моторов у Блейда 1200.
По конструкции весьма надежная рама, очень такой качественный здесь складной механизм, безлюфтовый, абсолютно антилюфтовый. Пока что не замечено никаких проблем. Единственное, при высоких скоростях появляется воблинг. И если Ion Motors на блейдах решил этот вопрос установкой демпфера, то здесь пока производитель ничего такого не предлагает, надо будет кастомизировать это дело. Так, давайте проверим, как ведет себя подвесочка. Итак, вкратце по функционалу. Ручки у нас по исполнению такие же, как на блейдах, но здесь есть встроенная кнопка поворотника. Механизм поворотника работает следующим образом. После того, как вы нажали, вы можете про него забыть, он будет гореть у вас 15 секунд и автоматически погаснет. Так, далее. Для включения самоката вам необходим NFC-ключ. Соответственно, без него у вас самокат не запустится. Такая автомобильная система, так скажем. Тормоза гидравлические двухпоршневые, на них написано FSET, но все мы понимаем, что это зумовские тормоза. Дальше едем. Абсолютно антилюфтовый такой вот складной механизм. Поначалу ничего подтягивать не нужно и действительно абсолютно никакого люфта. Есть крючок для зацепа, то есть когда складываете рулевую стойку, можете зацепиться. Этот механизм уже всем известен по дуалтронам. Едем дальше. Блок управления моторами. Здесь у нас спорт-режим и эко-режим. Задний привод и полный привод. И сигнал. Звук достаточно забавный. На блейде также установлены двухпоршневые гидравлические тормоза, как правило, NOT, либо аналоги. В любом случае, тормозные колодки с радиаторами. Вольтметр с ключом зажигания, дисплей, который уже визуально похож на мини-моторсовский, блок управления светом и поворотниками. Если одновременно их зажимаешь, то, соответственно, срабатывает аварийка, так называемая, и сигнал. Дальше блок управления Эко-турбо классический и, соответственно, полный привод и задний привод. Руль может быть складной, может быть не складной, в зависимости от пожелания покупателя. Соответственно, при нажатии двух кнопок мы переходим в режим настроек. Также отдельно хотелось бы отметить обновленную гидролинию на блейде. Спереди и сзади специально для того, чтобы не повредить ее. Здесь установлен твердый такой металлический кожух, который не позволяет изгибаться гидролинии. Итак, как уже ранее говорилось, 28 ампер-часов, 60 вольт, батареечка фирменная LG. Сдвоенный контроллер здесь у нас идет на 35 каждый. Соответственно, чисто по математике 2300 на каждое колесо приходится. В целом, достаточно добротно тут все это дело собрано. В плане изоляции лучше, конечно, пройтись герметизирующими средствами. П-образный также здесь дека, как и в блейде. Также есть резиночка. Все. Единственное, что в деке сверху установлены зарядные гнезда. Да, здесь все в порядке с изоляцией, но мне кажется, что классический вариант вот с боковым гнездом для зарядки он понадежнее. Ну что же, внутри мы все посмотрели. Как видите, все четко, добротно. По изоляции вопросов здесь нету. Осталось нам проверить, как он ведет себя на дороге. Ну что же, 100-метровочка. Кто быстрее? Погнали! Итак, результат 100-метрового заезда.
Конфиги хоть чуть-чуть разнятся на 300-350 Вт, но проезжают 100-метровочку абсолютно одинаково. Дальше есть уже ощущение, что сет потихонечку, там 70-75 уже выходит по чуть-чуть вперед. Но и разница в цене. То есть, кто захочет на 35-40 тысяч платить больше, да, безусловно, пожалуйста, он может себе это позволить. Ну, а кто не видит в этом рационального звена, будет брать Blade Limited и абсолютно никакого облома в этом ощущать не будет. По нашему субъективному оценочному мнению, это лучшая заводская конфигурация, уложенная в 30 килограмм. От 5-го места переходим к 4-му. И на 4-м месте у нас всеми уже известный, проверенный Dualtron X. Ну что же, все детально погоняем и рассмотрим. Поехали! 4-е место. Всем уже известный Dualtron X. Если предыдущий самокат изначально планировался на экспорт в Европу, шел там с разными комплектующими, с ограничителем скорости и так далее, то этот самокат идет в одной и той же комплектации в любую страну мира. Причины, по которым Dualtron X находится в нашей пятерке, это самая комфортная подвеска и один из самых больших пробегов, благодаря батарее 42 ампер-часа и максимальному напряжению 84 вольта. Что касается динамики, то в полном приводе электросамокат развивает около сотки, моторы в пике показывают 8300. Рассмотрим подвесочку и что у нас идет в комплектации. Здесь у нас демпфер руля. Можете его одевать, можете не одевать, потому что он имеет определенный минус, ограничивает поворот в левую сторону и цепляет передний кронштейн. Подвеска у нас здесь, в принципе, мотоциклетная, настраивающийся сжатие и отскок на амортизаторах. То есть это может быть как большой такой корабль, который плавно съедает коечки. Можете, в принципе, настроить на более жесткий режим. Посмотрим ее в работе. В целом, Dualtron X можно назвать отличной альтернативой малолитражке, поэтому мы решили проэкспериментировать и поставить против него классический 500-кубовый КТМ на первой и на второй скорости. Погнали! Ну что же, а на 3-м месте у нас Speeddual Plus. На это место претендентами также мы хотели рассмотреть либо Storm от Dualtron, либо второй Thunder. Но, опять же, нерешенные определенные болячки и стоимость не позволяют нам лично этого делать. Поэтому, на наш субъективный взгляд, Speeddual Plus на 3-м месте абсолютно заслуженно. Итак, рассмотрим этого зверя детально и погоняем. Начнем, конечно же, с упаковки. Коробка грандиозная, она практически такого же размера, как и коробка от Dualtron X. 150 на 45 и на 75. Соответственно, здесь разве что чуть она легче, но в целом по размеру, по габаритам такая же огромная, поэтому учитывайте это при транспортировке. В комплект у нас входят две зарядки по 1,5 ампера 72 вольта. Вот такой вот, соответственно, противоугонный с замочком крепления, пристежка. Дальше также фонарик дополнительно на руль.
на собственном аккумуляторе. Вот такой вот габарит мигающий с 3 режимами. Дешево, но приятно. Гофра, вот такая вот на руль бокс. Вешается жесткий, упругий и вместительный достаточно. Набор шестигранников и ключ для регулировки пружины подвески. Итак, с чего же здесь можно начать? В первую очередь, это здоровенный, огромный самокат. По размерам действительно он очень похож на Икса. Батарейки, которые внутри ставят, это либо китайский вариант 26 ампер-часов на 72 вольта, либо фирменная батарейка LG 72 вольта на 32 ампер-часа. В заводской комплектации сразу у нас идет упор для ноги. Он у нас металлический, как и все, в принципе, здесь тяжелый, конкретный и качественный. Можно его использовать, наверное, и как ручку, хотя, может быть, не очень удобно. Далее, что касается вилочки. С виду это у нас похоже на мотовилку. Здесь у нас двойной хомут на каждой стойке. Фиксируется очень хорошо, конкретно и, соответственно, никаких люфтов. То есть болячка дуалтронов, соответственно, вылечена. Сразу идет у нас такая перекладина кронштейн под свет. Это у нас мини-версия линзы U7. Светит ярко и достаточно мощно. Далее, вот такой мощный здесь, соответственно, гусек. Тоже здесь вот в принципе, вот что стоит отметить, все достаточно массивное и тяжелое, но, соответственно, и надежное. То есть отлично выдерживает те нагрузки, которые на него будут рассчитаны. Вся проводка вот в такой оплеточке, ничего, в принципе, здесь не перетирается, не натягивается, поэтому обрывов тоже не должно быть. Хотя на 100% мы сможем сказать только в процессе эксплуатации. Так, дальше. Давайте посмотрим, как работает подвесочка, попрыгаем и выясним, какой ход у этих амортизаторов. Итак, по функционалу. Замок зажигания, вольтметр. Дальше дисплейчик, уже всем знакомый. На дисплее включается и освещение. Немножко непривычно, может быть, как бы, скажем так, неудобно во время езды будет. То есть, куда привычнее нажимать просто какую-то кнопку на блоке управления светом на руле. Но здесь все это дело заведено на кнопку мод, прямо на дисплее. Соответственно, у вас появляется индикация на дисплее, когда вы включили освещение. Дальше все здесь классический, Zero Start, настройки всевозможные. Тормоза гидравлические, двухпоршневые, Zoom. В базе стоят тормоза Zoom. И блок управления, соответственно, динамикой. Здесь у нас Эко Турбо. И полный привод, и задний привод. Ну что, на первый взгляд бросается, что, может быть, за счет подвески X выглядит как-то там стильнее, может быть, но мне кажется, вживую у вас будет немножко другое мнение. Этот самокат, мне кажется, выглядит стильным. У него, кстати, два вида оформления. Есть красные элементы и, соответственно, есть синие. То есть также хомут, маятники, они синего цвета. Подсветка, да, то есть здесь уже, как говорилось ранее, две линзочки у нас стоят. На дуалтроне свет в деке и на руле дополнительный. То есть в плане освещения, конечно, наверное, он немного уступает Иксу. По клиренсу, в принципе, наверное, одинаковый у них размер получается. Высота просвета у самокатов, в принципе, одинаковая. И там руль фиксируется отлично, люфтов нету. Это действительно самые тяжелые, кондовые, конкретные модели в своих вот модельных рядах.
Единственное слабое место у Speeddual – это маленькая батарея. В базовой комплектации 26 Ах и в Pro версии 32 Ах 72 вольта и максимальным напряжением 84 вольта. Для сравнения, все аналоги в линейке Mini Motors и Kabo оборудованы намного более емкими батареями и весят гораздо меньше, но при этом и стоят гораздо больше. Компания Mercury устанавливает на Speeddual свои фирменные контроллеры по 45 ампер каждый. В том же Dualtron X контроллеры на 50 ампер. Колеса 11 дюймов, моторы по 1600 Вт и пиком 3200 Вт. В режиме полного привода выдают почти 6500 Вт. Ширина магнита в моторе 60 мм. До 50 км в час Speeddual Plus разгоняется буквально за 3 секунды. Это заявлено производителем. Замер мы произвели еще в 2020 году, а чтобы заезд не был скучным, мы поставили против него Dualtron X первого поколения. Ну что ж, давайте освежим заезд в памяти. Давайте в заключение тезисно пройдемся, да, вкратце по его плюсам. Значит, прочная конструкция, всякие ошибки и косяки, которые были на дулях, здесь, собственно говоря, решены. Двойные хомуты, никаких люфтов. В управлении он, скажем так, на том же уровне, что и X, но по подвесочке жестче. Конечно, здесь особо ничего не настроишь, кроме преднастройки самой пружины. Поэтому X в плане подвесочки, он, конечно, будет поинтереснее. Ну и основной плюс – это, конечно же, его стиль, дизайн и цена. От третьего места переходим ко второму. На втором месте у нас Vapid. Вы спросите, почему же не на первом? Ну, собственно говоря, когда будем рассматривать первое место, постараемся доходчиво объяснить, почему он у нас на втором месте. И Vapid FS, и Vapid SST – это мощнейшая, современная, технологичная и качественная техника из Кореи. FS слегка завышенная цена, поэтому мы советуем делать акцент на уже проверенной версии SST. Один из самых мощных и быстрых электросамокатов на данный момент. Супермощные моторы, контроллеры и батарея. Рассмотрим все это детально и погоняем. Поехали! Внутри у нас батарейка фирменная Samsung SDI 21700, 45 ампер-часов, 72 вольта. В экономном режиме, в принципе, где-то в районе 150 километров есть шанс пройти. Помимо этого, естественно, корейцы предлагают дополнительный аккумулятор, который устанавливается на руль, 20 ампер-часов. То есть у вас половина практически стоковой батарейки еще сверху на руле. Вы можете ее использовать как источник питания для света, для каких-либо других вещей. То есть там конвертеры сразу же, порты и все дела. Можете также воткнуть его и использовать как батарею для дополнительного пробега. Отдельно давайте с вами уделим внимание подвеске. У нас совершенно три разных типа подвески.
Аэродинамика у них выстроена по-разному. Этим мы действительно разнообразием хотим показать, что топ-5 – это технологически совершенно разнообразные устройства. Они выглядят совершенно по-разному. И у них, соответственно, и жесткость, и ход разный. На Speeddual Plus достаточно жесткая подвеска. На Vapid из-за коротких передних рычагов у нее не очень большой ход. В модели FS они доработали ее, изменили, но неоправданно высокая цена все плюсы перечеркивает. Одним словом, Dualtron X, по нашему субъективному мнению, это лучшая подвеска, которая была реализована в фабричных масштабах. Если у вас есть свой топ-5 или вы знаете какие-то самокаты более комфортной подвеской, чем Dualtron X, составьте свой топ-5 и напишите о нем в комментариях. Вы только послушайте, как звучат эти моторы. Первая скорость. Вторая скорость. Ну и третья скорость. Супер режим. Два контроллера по 200 ампер. На каждое колесо приходится 200 ампер. Суммарная мощность в полном приводе у него 33 киловатта, но установлено, скажем так, ограничение, которое дает отсечку где-то приблизительно на 29-30 киловаттах. То есть, выходя на эту мощность, для того, чтобы не было перегревов и каких-то непредвиденных ситуаций, срабатывает отсечка. Максимальная скорость заявленная 130-140 км в час. Итак, вкратце по функционалу. Педаль газа очень удобно, то есть ни курок и ни ручка у вас запястье не устает. Ключ зажигания, вольтметр. Собственно говоря, здесь у нас руль можно вынуть для того, чтобы перевозить, а так, в принципе, дополнительно можно себе приобрести складной руль Ecstasy. Тоже Vapid их позиционирует как свои и накладывает на них свой логотип. Едем дальше. Здесь у нас 3 скорости. Скажем так, эко, нормал и бустер, хотя на любой скорости он шлейфует на старте. Собственно говоря, дальше здесь у нас заглушка, на эту кнопку можно повесить круиз или еще что-то, и кнопка подсветки. Освещения никакого дополнительного здесь нету, то есть, как правило, корейцы ставят себе свет уже самостоятельно в специальных инжиниринговых, тюнинговых ателье. Итак, друзья, краткий экскурс по истории Vapid'ов. Раньше у них версия R была, и эти самокаты шли с центральным мотором. Привод был на ремне, ремень шел, здесь у нас мотор установлен, и ремень вдоль всей деки идет, соответственно, через натяжители. Была всего такая подвесочка у нас символическая, ну так, спереди амортизатор один. Сейчас уже делают двухподвесные самокаты и полный привод с мотор-колесами, мощнейшими мотор-колесами. Что касается металла и самой рамы, ну она на том же высочайшем уровне. Лазерная сварка, алюминий, D16, все, как говорится, по уму. Давайте проверим, как себя ведет спортивный самокат на колесах от картинга против спорткара. Погнали!
Никаких подтасовок, все абсолютно честно. Полностью заряженный Vapid и, собственно говоря, Porsche не филонил, был включен спорт-режим, поэтому с самого старта жарили покрышки оба участника. Первые 4-5 метров, ну, это действительно настоящая пуля. Он просто делал Поршик. Потом, конечно же, дистанция более длинная, и автомобиль вырывается вперед. Но, собственно говоря, на данный момент ощущение такое, что он шлейфует на любой скорости, и улететь можно просто в космос. В 2022 году Numa предлагает нам две версии. Либо облегченная 60-вольтовая FF, либо модель FS. Доработанная передняя подвеска и увеличенная батарея. Однако стоимость ее в 3 раза выше, поэтому выбор остается за вами. Про новый блок управления светом, про цветную RGB-ленту и разобрать его до винтика, это вам покажут блогеры. Ну а мы совершим заезд из настоящих монстров. Первый – это Dualtron X 72 вольта, максимально заряженная батарейка 84. Второй – это Speed Savage на 50-х контроллерах. И третий – Vapid SST. Ну что же, посмотрим, что получилось. Погнали! Итак, как вам жарежка? Заезд получился отличный. Насчет первого места сомнений не было. Vapid SST был на первой скорости, ни на второй, ни на третьей. И все равно зажарил. А вот насчет второго места у нас были огромные сомнения. В принципе, мы больше склонялись к X. Но за счет экспоненты, которая настраивается совершенно по-другому на Speed Savage, он его сделал на самом старте. Еще метров 50-60 и Dualtron X, конечно же, обогнал его, но на 100-метровочке Speed Savage показал все свои максимальные качества. В итоге у нас первое место Vapid, второе место Speed Savage, третье место Dualtron X с 72-вольтовой батарейкой. Ну а на первом месте у нас Blade Z. Это действительно новинка в своем классе. Сравнивать ее можно с множеством самокатов, но, честно говоря, на наш взгляд, за этот ценник, при том качестве, которое нам дает Ion Motors, это действительно на голову выше, чем все остальные конкуренты. Почему на первом месте там не стоит Vapid или Ryan? В целом, потому что это одни из самых дорогих самокатов, и сложно их назвать такими уж относительными новинками. А вот Blade Z действительно новинка, и в 2022 году, мне кажется, будет пользоваться отменной популярностью. Прародителем, собственно, самой модели является Kurus, самый настоящий оригинальный корейский Kurus. Ion Motors сам по себе это образование корейско-китайское. Там и инженеры, и дизайнеры из двух стран. Поэтому и качество, и идея, и стиль все происходит и из Кореи, и из Китая на совместном производстве. Ну что же, давайте рассмотрим его детально и погоняем. Итак, по подвесочке. В стоке у нас идут амортизаторы фирмы EXA. Сзади размер 150, ход 30 мм. Спереди размер 190, ход 50 мм. За счет того, что у нас производитель предусмотрел дополнительную ось крепления задних амортизаторов, то за счет изменения угла и высоты у нас получается возможность поставить более длинный амортизатор с большим ходом. Едем дальше. Колесная база. Здесь у нас не классические решения, это не самокатные покрышки, это от скутера. Внутри у нас камера стоит,
Если сравнивать с оснасткой Ryan, то в Ryan бескамерная установка. Здесь у нас стоит камера. Покрышки 12-дюймовые, 6,5 на 4,5. Если говорить про итальянские покрышки, которые идут на Ryan, то есть сликовый вариант, потоньше, это 90 или 100 на 55, 6,5. Есть вот универсальный протектор, это все тоже PMT Italia. И есть самый толстый вариант сликовый, это вот 110 на 55 на 6,5. Соответственно, на резине сликовой вы можете ездить только по городу. Если даже песочек, какой-то маленький песочек вам попадется, опасно, можно улететь. Только для трека, только для хорошего асфальта, для городских нормальных покрытий. Так, камера покрышки, и есть вариант, соответственно, попробовать как эксперимент тоже установить сюда покрышки без камеры. Едем дальше. Мотор. Итак, мотор. То, что объединяет сразу три проекта: Vapid, Ryan и Blade Z. Мотор на Ryan у нас идет с дополнительной вентиляцией, соответственно, в него вкачивается больше мощности. Здесь у нас по конфигу номинал чуть больше 2 кВт, и вкачивается сюда в пике по 5 кВт в каждый мотор. Соответственно, в полном приводе у нас получается 10 кВт. В принципе, если здесь добавить какое-то охлаждение, то, я думаю, можно точно так же достигать таких же конфигов путем замены контроллеров. Размер магнитов у нас 65 мм, жирнейшая обмоточка. Выдает он, в принципе, вот при таком конфиге с охлаждением там от 7 до 12 киловатт можно в него вкачивать. Здесь мы будем экспериментировать, ну и со временем, я думаю, что-то похожее в такие же цифры мы выдвинемся. Итак, давайте рассмотрим внутряночку, что у нас там по электрике. По комплектации батареями. Два типа батарей с завода, значит 30 ампер-часов на 72 вольта, и фирменная батарейка LG 35 ампер-часов на 72 вольта. Максимальное напряжение, максимально заряженная батарея 84 вольта. По изоляции, ну, тут все на должном уровне. Таз у нас здесь на лазере вырезан, никаких швов, никаких здесь, скажем так, дырок быть, отверстий не может. Поэтому, соответственно, единственное, что можно сделать, пройтись по шву каким-нибудь изоляционным материалом или резиночку проложить. В целом здесь по гидроизоляции никаких вопросов нету. Здесь у нас заходит проводка внутрь, свет на коннекторе легко, удобно меняется. Контроллеры у нас 55 ампер на каждое колесо, фирменные контроллеры Blade. Пиковое значение у них даже чуть больше, поэтому, в принципе, и разгоняется он настолько шустро, насколько может. Все аналоги в этом весе будут однозначно далеко сзади. Отдельное внимание нужно уделить подсветке этого электросамоката. Прототипом и всеми вот идеями, которыми зарождались производители Vion Motors, были Vapid и Kurus, настоящие корейцы. Внутри деки же установлен контроллер для управления подсветкой. Очень неудобно, но на всех моделях пока что такая реализация идет. Здесь огромное количество подсветки вдоль корпуса и руля, соответственно, нужен мощный контроллер, чтобы не грелся и все это дело мог через себя проводить. Подсветка у нас здесь полностью по контуру всего самоката. С верхней точки руля до последней нижней точки упора ноги. Blade Z является отличной базой для тюнинга, доработок и стайлинга. Например, все той же подсветки. По ней уже сделано было множество проектов. Основная работа по электрике проводилась с заменой проводки и контроллера подсветки. Сейчас мы вам продемонстрируем, как это выглядит. Не нужно теперь залезать внутрь самоката для того, чтобы изменить подсветку, режим, интенсивность и так далее. Достаточно скачать приложение на мобильный телефон. Здесь более 200 предустановленных режимов, а также вы можете с индивидуальными настройками менять здесь все, что захотите. Статику, интенсивность и так далее.
давайте вкратце пройдемся по тому, что у нас получается установлено и добавлено. Оставили заводской блок управления светом, поворотником и сигналом. Дальше у нас идет вольтметр с ключом, блок включения дисплея. Соответственно, здесь плюс-минус это регулировка скорости. Здесь у нас спидометр и, соответственно, уровень заряда показывается. Дальше добавили отдельно водонепроницаемую кнопку на подсветку и отдельно на свет. И вот этот блок мы оставили, хотя с новой прошивочкой на Blade Z этот блок убирается, вместо него подключается вот эта педаль. Мы его оставили, педаль впаяли в цепь, и, соответственно, у нас по-прежнему есть эко-турбо и режим полного привода и заднего привода. Ручка газа. Теперь тормоза у нас Magura, приятненькие, двухпоршневые гидравлические тормоза Magura, четкие, срабатывают от мизинчика. Так, сразу в базе у нас идет демпфер. Демпфер такой же, как и на младшем брате 10-дюймовом Blade Limited. Здесь у нас 15 регулировок. Ощущение реально складывается, что это лишнее, потому что он отлично стабилизирует сам по себе. Широкие покрышки, еще надо его завалить, постараться. То есть есть ограничения при повороте из-за демпфера, а функциональность он практически не добавляет, разве что эстетику. Ну, то есть, кому не нужен будет, легко можете снимать и не заморачиваться. Сзади также идет такой стильный фрезерный упор для ноги с поворотниками. Если одновременно нажать, у нас будет здесь аварийка, соответственно, они на мягких кронштейнах, ногой заденете, ничего не отломится. Складной механизм сделан целиком и полностью, так же как на продукции Vepod, ведь совместно именно с этой компанией создавался Blade Z. Разложили, сложили. Итак, давайте с вами посмотрим на клиренс у этих электросамокатов. Blade Z, здесь у нас почти 21 сантиметр получается. Так, и Dualtron X у нас 18, да, ну вот разница 3 сантиметра. У нас новый лидер по клиренсу среди вездеходов. Так, ну что ж, теорию всю проверили, все с вами проговорили, просмотрели, а теперь погоняем.
Одним словом, после доработок Blade Z приближается к оригинальному корейскому качеству. То есть это тот же Kurus или Vepod для тех, кто не хочет переплачивать. В заключение добавим, сложно себе представить топ-5 самых быстрых и технологичных электросамокатов без карбонового американского самоката Ryan. По нашему субъективному мнению, он превосходит все вышеперечисленные модели, поэтому мы решили посвятить ему отдельный цикл выпусков. А пока вы смотрите анонс, напишите в комментариях свой вариант топ-5 электросамокатов. I'll give you the run through. Don't like it, you can walk away. I wanna chase you like I used to. Boy, I just think times have changed. I'll just wait for somebody. Ну что же, друзья мои, надеюсь, этот выпуск был информативен. Вы подчеркнули для себя какую-то стоящую новинку и в следующем году рассматриваете ее для покупки. Все, что вы видели, мы можем вам предложить как на продажу, так и на доработку, тюнинг и стайлинг. Прокачаем любой электросамокат из выше предложенных. На наше субъективное усмотрение это действительно была брендированная техника, потому что во всех странах мира она продается именно под своим брендом. Никак не переименовывается, никакие наклеечки не переклеиваются, и местные маркетологи не создают под себя, собственно говоря, какой-то рынок, как это делают Ультроны, Хальтоны и прочие сяокаты. Надеюсь, владельцев этих самокатов мы нисколько не обидели. Ждем пальцы вверх, кучу комментариев, нам нужна ваша поддержка. Все обсуждаем, ждем предложения и до новых встреч, пока!